Ну и реально нам стало страшно. За мою практику, жизнь на океане, за все время, это было первый раз так, что я почувствовал опасность от воды. Просто лежали в отключке 1,5-2 суток. И вот камчатская ситуация, на самом деле, она для меня про это. Все, тот период, когда можно было жить спокойно, не обращая на экологическую обстановку, вообще в мире уже нельзя. То есть мы просто испуганные люди, которые непосредственно ощутили это все на себе, на 100%. Ой, боже, он такой большой. 4 октября, водища жуткая, бухта безымянная. Мы как бы выкинули это все в сеть и сказали, блядь, помогите, типа. Камчатка. Это слово, ставшее синонимом экологической катастрофы. В одночасье удивительное Тихоокеанское побережье превратилось в кладбище, а его воды – в яд. Буквально несколькими месяцами раньше в Норильске произошел страшный разлив нефтепродуктов. В почву и воду попало более 20 тысяч тонн ядовитых веществ. В заполярной Арктике это стало самой крупной экологической катастрофой. Последствия таких людских ошибок продолжают ощущаться даже спустя десятилетия. Мы умеем многое – строить города, создавать системы, управлять кораблями и дырявить космос. Но мы не умеем ничего, что может пригодиться нам в вечность. Камчатка – это уникальный край, все об этом говорят. Он уникальный не только своим ландшафтным разнообразием, но и тем, что, в отличие от многих других регионов Земли, мало тронут человеком. У всех Камчатка ассоциируется с крабами, лососями, какими-то историями про бурых медведей, но кроме этого Камчатка – это еще и богатейший растительный и животный мир, где отмечено 500 видов рыб, 300 видов птиц, 90 видов млекопитающих, в числе которых и морские млекопитающие с китами, сивучами, морскими котиками. И это по-настоящему хрупкий мир, к которому нужно относиться с уважением. Как коренной житель Камчатки могу сказать, что у наших чукчей, коряков и тельменов, эвенов было очень трепетное отношение к природе. Человек жил все время с природой как единое целое просто. Природа – это часть человека, человек – часть природы, они неотделимы были. И у наших народов коренных была культура именно максимально бережного отношения к окружающей среде. Мы считаем, что вся природа одухотворена. И море, Анкан, оно тоже одухотворено. Мы к нему относимся с такой любовью. Вот даже мой папа, он считает, что его море любит, потому что, несмотря на то, в каких штормах он побывал, он ни разу не переворачивался на моторной лодке. Он даже подходит к морю и говорит: «Амто, Анкан, здравствуй, море». Кочевые жители, когда забирали с собой свою ярангу, да, вот они собирают шкуру, покрытие жерди, они не оставляли после себя на этом месте вообще ничего, даже веточки. То есть смысл был в том, что место после тебя должно остаться чистейшим. Даже когда у нас отправляли на тот свет, да, кремировали, и после кремации на эти места люди не приходили на могилу и не оставляли там ни еду, ни ягодку. У них было четкое понимание, что они максимально зависимы от природы. Знаете, что клево, что сейчас мы находимся в черте города Петропавловска-Камчатского и видим сивучи. Это северный морской лев, очень редкий вид, эндемик Северной Пацифики.
эндемик. Это тот вид, который обитает только в конкретном ограниченном ареале, в данном случае в северной части Тихого океана. За последние несколько десятилетий численность этого вида сократилась на треть. 3 объекта по всему миру, где сивучи лежали бы вот в черте города, и можно было прийти на них посмотреть. В Невельске, Калифорнии и у нас. Изначально, как это лежбище сивучей было, торчала арматура на пирсе, то есть животные, вылезая на пирс, ранились, там, гоняли оттуда ломами, лопатами, чтобы только вот, они не валялись на пирсе. Все было завалено углем, там был пункт разгрузки угля. Большинство из нас воспринимают природу как картинку, висящую на стене, со стороны. Но подойдите к этой картинке ближе. Услышьте птиц, пройдитесь по траве, коснитесь гривы лошади, войдите в реку, и пусть все остальное временно перестанет для вас существовать. Тогда вы поймете, насколько тесно мы связаны с природой. Благодаря этой связи первыми на Камчатке тревогу забили настоящие люди моря – серферы, которые поняли, что с океаном что-то не так. Первая жалоба была от инструктора нашего. Он сказал, что очень сильно болят глаза до того, что там какая-то белая пелена, в общем, он плохо видит. Мы как бы подумали, солнце просто, и все. И потом еще один человек, еще один, их уже было 4 с одинаковыми как бы историями. Но было нетипично для солнца, потому что я, например, 25 лет сноубордом занимаюсь, а 15 лет серфингом. И поэтому глаза подвергаются нон-стоп каждый год солнцу. То от снега, то от воды. Основные как бы у всех совпадающие симптомы — это была белая пелена, такая резь, сухость в глазах, зрение, соответственно, ухудшается из-за этого достаточно сильно, першит сильно горло. То есть слизистая очень сильно реагировала. Но это длилось несколько дней. Мы уже, конечно, задумались, как-то пытались понять, что происходит. Потом уже стало понятно, что это не инфекция, нифига, это что-то с водой реально. Потому что и уже жалобы были людей, которые даже не ходят в воду, что у них такие же симптомы, как и у нас. И реально нам стало страшно. Потому что за мою практику и жизнь на океане за все время это было первый раз так, что я почувствовал опасность от воды. Пахло, больше похоже какой-то на металлический запах. Как будто ты на заводе каком-то или бытовой химии, вот что-то такое больше. Не океаном 100%. Я, конечно, все-таки считаю, что это какая-то техногенная история. Мне реально до сих пор непонятно. Меня здесь всегда смущало, что здесь есть военный полигон прямо на пляже, и здесь просто реально постоянно что-то взрывают, там какие-то слышны звуки, они постоянно проводят учения, и зная, как устроено это все у военных в России, как безответственно они могут подойти к каким-то моментам, я честно, первая подумала, естественно, про них. Да и сейчас эта мысль меня как бы не отпускает, потому что они до сих пор ничего не рассказывают, что у них там происходит, никого к себе не пускают. Гринпис сразу назвал это экологической катастрофой, хотя многие аккуратно выбирали выражение, но мы видим, что сейчас уже такое количество донных организмов выброшено на берег, что это не может пройти незамеченным для всей экосистемы. Этими донными организмами питаются и рыбы, и млекопитающие. Все в природе находится в балансе. Сейчас баланс нарушен. Причины произошедшего ищут специалисты. Многие считают, что причиной всему человек, но не стоит полностью перекладывать свою вину на военных или крупные корпорации. В каждом из нас полно собственной, личной вины перед планетой. Забрать с собой и правильно утилизировать мусор после пикника в лесу. Уменьшить потребление пластика. Хотя бы раз в неделю пересесть из машины на велосипед. Поддержать спасение животных, рассказать соседям об экологических инициативах и благотворительных фондах. Это простое проявление настоящей любви к природе. Любить родную планету – это не захватить ее в собственность и съесть, запереть в черном ящичке. Любить – значит беречь.
люди должны обратить внимание, в конце концов, на то, что происходит вокруг них. На самом деле мы океан уничтожаем каждый день, и каждый к этому причастен. Мы все любим на океане отдохнуть, но не все любят за собой убрать. Люди должны понимать, что это все уходит в океан, смывается волной, и там гибнет огромное количество морских жителей. Пластик распадается на микрочастицы, он отравляет воду в конце концов. Люди должны вот это сейчас понять и понять, что на самом деле экологическая катастрофа вокруг них происходит ежедневно. Ну вот прошел буквально 200 метров по пляжу, который в центре города находится. Ну вот мусор, который за 200 метров лежал. Ну так, как бы много. Это очень много. Так, ну что здесь в основном? Пластик, стекло, то есть бутылки. Естественно, кто-то хорошо выпил. Стаканы, внутреннее покрытие пластиковое разлагаются тоже плохо в воде. Они не растворяются, не размокают в принципе. То есть это тот же самый пластик. Когда люди говорили о том, что действительно по всему миру переживали, по всей стране, вот, это было, конечно, очень-очень круто и сильно. И мне кажется, что то, что в итоге это не оказалась какая-то антропогенная история, какая-то такого более природного формата, это, наоборот, очень много нам говорит о том, что мы не успеваем на сегодняшний момент за миром, о том, что он меняется очень быстро, а мы пытаемся сохранить вот этот вот комфортный нам образ жизни потребительский, где мы максимально эксплуатируем ресурсы, планету, природу. А мы на самом деле-то по формату, по размеру такие тараканы на этой земле, создаем какие-то свои проблемы, и в один прекрасный момент, как, я не знаю, как сейчас там здесь Бентос, вот природа процесс такой запустила. Нет, то же самое запустится по нам. То есть вопрос только в том, что когда эта грань доступит. Короче, здесь просто люди на Камчатке, они супер связаны с природой, все. То есть, будь то рыбаки, будь то вся туристическая сфера, здесь все так сильно связаны с природой, знают о природе намного больше, чем жители городов. Ну, это их жизнь, это их работа, и здесь все очень хорошо и чутко отмечают какие-то изменения. Это мой дом, и так как вся моя жизнь связана с серфингом и с этим побережьем, да и вообще с Камчаткой, со всей природой, нужно беречь, и даже не то, чтобы беречь, а уважительно относиться и понимать, что происходит, и насколько мы серьезно влияем на экологию и на океаны, на горы, вулканы и так далее. Ну, если об этом не думать, не задумываться даже о том, что ты просто бросил пакетик на землю и ушел, но это реально вредит. Такой дар для нас — жить посреди всего такого красивого и относиться к этому так, чтобы сохранилось, не только сохранилось, а чтобы нам самим было радостно здесь жить, и чтобы не было ощущения стыда за то, что вот мы люди и испортили такую красоту, которая создана была за много-много-много тысячелетий до нас. И она будет и после нас. Я надеюсь, если мы будем вот с такой же теплотой душевной относиться ко всему тому, что есть в этом мире, с благодарностью, с вот этим бережным уважением, и тогда я думаю, что у нас есть шансы сохранить нашу планету и нашу прекрасную природу.